With me. Всем привет, вы на канале Pigeon Polly, и сегодня мы с вами отправляемся в зоопарк. Как только потеплело, мы тут же отправились в зоопарк, который находится примерно в 40 минутах езды от нашего дома. И, конечно же, одной из целей этой поездки было что-нибудь прикольное зарисовать. Но из-за того, что довольно яркие впечатления были в процессе и было сложно переключаться на рисование, в итоге рисовала я уже дома, потому что, хотелось все же насладиться вот этим вот моментом и порассматривать животных, а не уткнуться в скетчбук и зарисовывать это в том моменте. Но я думаю, что это видео не становится менее ценным из-за этого, потому что мы все равно с вами зарисуем большую часть животных, которых мы увидим. Ну и будут вот такие вот милые вставочки с животными, и вы сможете тоже на них полюбоваться и посмотреть. К сожалению, не всех животных нам удалось застать. Мы пошли как раз в такой период, как оказалось, когда делают изменения экспозиции некоторых, и, поэтому некоторые вольеры были пустые. Здесь я решила зарисовать вот эту вот яркую пеструю уточку. Не знаю, как она называется, но при первом же запросе в Google мне выдало, что это, возможно, мандаринка, утка-мандаринка, самец или самка, неизвестно мне. Вот. Мне она показалась довольно классно задизайнена, если можно так выразиться, и поэтому я решаю ее нарисовать. Здесь вы видите, что я еще рисую набором Рембрандт, потому что на момент съемки этого видео моя любимая акварелька еще не приехала. Могу ли я сказать, что я в целом довольна этим разворотом в скетчбуке? Наверное, на 60% только. Я была такая уставшая после зоопарка, что из последних сил пыталась зарисовать все, потому что мне хотелось вложить в эту зарисовку какие-то свои впечатления от похода. И не хотелось это откладывать на следующий день. Говоря же о объекте нашего рисования с вами, это утка обычно массой примерно в 400-700 грамм и в основном распространена в Восточной Азии. Они хорошо плавают и вообще, в принципе, чувствуют себя прекрасно. Далее по экспозиции у нас идет верблюд. И, честно говоря, почему-то я его себе представляла немножко иначе. Конечно же, я его видела и до этого, но почему-то у меня в голове укоренился образ такого, знаете, желтенького верблюда. Скорее всего, дело в том, что в данный момент он линял, и поэтому так выглядит немножко, непрезентабельно. Дальше у нас было, по-моему, это пони или какая-то просто лошадь. Да, это просто лошадь. А это, просто гвоздь нашей программы. Альпаки, ламы, они такие... Посмотрите, какие они харизматичные. Они как такие, знаете, панки от мира животных. Их прически — это вообще отдельный вид искусства. Там была одна лама, которая никак не могла поесть из-за того, что ей мешала челка. Она копытом залазила в свою емкость, где у нее лежала морковка, и пыталась понять, там что-то вообще осталось или нет. Примерно 6000 лет назад индейцы Перу одомашнили этих милых плюшек и стали их разводить. Еще интересный факт, в 1553 году их первое описание можно найти в книге «Хроника Перу» Педро Сьеса де Леона. Так что, если кому-то интересно, можно почитать. И, наверное, довольно очевидно, что ценятся они прежде всего за свою шерсть, которая имеет, в принципе, все свойства овечьей, но по весу намного легче. Шерсть у них очень стойкая, не имеет жира, и поэтому все, что из нее сделано, очень долго не загрязняется. А также эта шерсть в 7 раз теплее, чем шерсть овцы, и практически водонепроницаема, и, что круто, не вызывает аллергии. Так что если вы аллергик и захотели себе связать шарфик из шерсти альпак, почему бы и нет? Альпаки очень социальные животные, они предпочитают жить стадами и общаются друг с другом с помощью различных звуков, в том числе мурлыканье и предупреждающие крики. Посмотрите на этого красавца, просто
А на этого? О, боже. Покоритель женских сердец. Но, возможно, это девочка, я не знаю. В среднем альпаки живут около 15-20 лет, но при хорошем уходе могут дожить и даже до 25 лет. Говоря о классическом искусстве, альпаки не так сильно распространены и редко встречаются в сюжетах картин. Но вот говоря о современном искусстве, мы можем очень часто увидеть их на принтах одежды, на принтах сумок, в качестве наклеек, потому что существа эти довольно милые, и почему бы и нет. Также, помимо всего, нам встретились и овцы. Но нарисовать я решила капибару. Это еще одно из мейнстримных животных, которое покорило сердца многих людей своей мимимишностью, няшностью и милотой. Смотрите, как она мило щиплет травку. Ну, это вообще же просто чудо какое-то. И как раз, когда я начала их снимать, они решили отвернуться от меня. Вообще, на данный момент капибара — это самый большой грызун из всех известных. И, в принципе, взрослая особь может достигать в весе аж до 65 килограмм. Еще они очень общительны и очень любят разговаривать между собой, используя разные звуки, например, напоминающие лай собаки. Хрюканье, мурлыканье, свист, визжание. А по соседству с капибарами у нас обитали интересные такие вот животные, которые называются тапир. Отчасти они напоминают свинку или какое-то непарнокопытное, но все же внешность у них довольно экзотическая. Питаются они фруктами, ягодами, листиками. Кроме того, могут полакомиться и водорослями, если рядом есть какой-то водоем. Ну а дальше у нас началась фотосессия вот этого вот красавца, который буквально стал нам позировать и красоваться своим шикарным хвостом. Обычно у нас павлины ходят просто по территории зоопарка, но в этот раз, я так поняла, там какой-то типа карантин от птичьего гриппа, и чтобы птицы не поперезаражали друг друга, они все находятся в таких вольерах. Кстати, еще интересный факт. Павлин это национальный символ в Индии и Иране, так как в индуизме эта птица почитается как священная. Посмотрите, как он крутится и показывает свой хвост всем зрителям. Конечно, стоило бы, наверное, изобразить эту птицу отдельно на большом холсте. Мне прям хочется. И, возможно, в будущем такое видео и рисунок тоже появится на канале. А пока что давайте еще раз полюбуемся на эту красоту. Ой, а это его сосед. Я, к сожалению, не помню, как он называется. Но отдаленно это напоминает журавля. Я не уверена, не хочу вас обмануть. Эта птица тоже такая довольно интересная. Дальше нам еще встретится очень такой самобытный журавль, который будет пытаться с нами разделаться, но это вот в будущем. А у этого, посмотрите, какая прекрасная декорация на голове, такая шляпка. Хо-хо-хо. Это я, здравствуйте. Как вам? Мне он напоминает такую, знаете, даму в годах, которая одела шляпку и ходит по магазинам. Тут у нас одинокий жираф. Это очень грустно, потому что у него не было никаких друзей, но, возможно, они были в закрытом вольере, точнее, который под крышей, и они все-таки тусуются вместе. Ну что ты разорвался? Он застрял? Нет. Ну так выглядит. Да, мы также встретили менее экзотическую птичку. Это воробей, который застрял, по моему мнению. А это уже точно журавль, японский журавль. Эта птица редкого вида, и его общая численность оценивается где-то в 2000 особей. Он находится под угрозой полного исчезновения и охраняется международным и национальным законодательством. На Востоке эта птица считается священной и символом верности, удачи, любви и долгой жизни в целом. Как и многие журавли, японские журавли создают пару на всю жизнь. И продолжительность жизни журавля в природе изучена мало, но в условиях неволи она может достигать где-то 80 лет. Тут я решаю добавить немножко лайна, чтобы как-то оживить работу, и она не была просто пятнами, и немножко добавить каких-то деталей.
Сейчас уже, смотря на этот разворот, я бы, может, немножко поменяла композицию и поменяла расположение животных, но в целом как бы неплохо, мне кажется. Мне очень понравился поход в зоопарк, это было весело, увлекательно и интересно. Мы круто провели время и поснимали вот очень интересных животных. Журавль, конечно, был очень агрессивный, а тут вот такая вот маленькая... Я, к сожалению, не уверена, кто это, но похоже на какую-то сахарную мышку или типа того. Они очень круто прыгают и вообще ведут себя как такие маленькие озорники. Что ж, на этом наше путешествие подходит к концу. Если вам понравилось это видео, обязательно сделайте все, что там нужно сделать. И спасибо за просмотр. До новых встреч!